Приветствую зрителей моего канала, с вами Александр. Вот таким вот образом за моей спиной я уже много лет произвожу видеосъемку для моего канала. Тут и комнатный свет есть, и естественный свет из окна. Но сегодня для улучшения качества контента я прикупил на Алиэкспресс софтбоксы за $70 без ламп. Вот они на столе. Начинал я с того, что приобрел небольшой такой штатив, долларов за 20, затем видеосвет Yongnuo, чуть позже экшн-камеру Sony FDR-X 3000, камеру, на которую сейчас снимаю, Panasonic HC870, монопод G-Young 0506 для видеообработки, ноутбук Asus TUF Gaming, это буквально в прошлом году. Кроме того, понадобились, конечно же, студийный микрофон, петличные микрофоны. Ну, конечно, все эти покупки стали возможны благодаря партнерской медиасети, сервису EPN и вам, зрителям канала. Конечно же, спасибо. Ну, а в этот раз на обзоре бюджетный студийный свет с размерами рассеиватель 50 на 70 сантиметров. Для меня же остается загадкой, как данная посылка прибыла именно из Китая, потому что трек-номер китайский, CN на конце, прибыла в условиях пандемии в Беларусь, потому что белорусская почта временно не работает с китайскими посылками. Реально заплатил $69.99, ну и пришлось еще и растаможить на $7. Как они считают, я не знаю, почему только 7. И вес 3 килограмма 720 грамм. Посылка шла очень долго, пришла в последний срок, даже больше 60 дней. Здесь несколько коробок. Так, 2 стойки и 2 коробки, 2 головы. Повторюсь, лампочек здесь нет. Лампочки я приобрел отдельно, к ним вернемся чуть позже. Качество стоек, могу сказать, что подобно этому штативу. Так, что-то еще забыли. Это у нас отражатели. Отражатели упакованы в чехле. Да, здесь чехол. Весь набор на экране. Каждый комплект включает в себя металлическую стойку достаточно хорошего качества. Как я уже сказал, подобно тому, как я покупал штатив. Но недорогая, но достаточно хорошая. Барашки пластиковые, все остальное металлическое. Вот эти крепления, хомуты тоже пластиковые. Далее 2 головы, в которой крепятся 4 лампочки. Керамические патроны, что очень отлично, поскольку софтбокс от таких лампочек. Лампочки достаточно мощные, должны греться. Здесь есть предохранитель на 3 ампера. Он уже установлен. В комплекте также был в каждой голове еще один предохранитель. 3 ампера, учитывайте это при покупке лампочек. Длина кабеля питания всего 2 метра 10 сантиметров. Он достаточно тонкий для бытовой аудио-видеотехники. Светодиодные лампочки потянет, но если вы будете использовать что-то посерьезнее, то, конечно, кабель потребуется заменить на гораздо серьезный кабель, толстый. Здесь имеется отверстие для укрепления дополнительно отражающего зонта, сквозное отверстие, и 2 выключателя для управления парами лампочек. К ним в комплекте идут такие вот ребра жесткости, стеклокерамика или что-то такое вот. В этих чехлах все было. Дальше 2 рассеивателя вот таких белых, полупрозрачных, матовых. Все пошито аккуратно, обметано аккуратно. Но видно, что это недорогая вещь. Все бюджетно, но аккуратно. И 2 таких вот отражателя. Внутри приклеена фольга. Такая фольгированная ткань. Вот таким вот образом отражает все. Голова имеет 2 выключателя питания, каждый из которых коммутирует одну пару ламп. Левая или правая, в моем случае они коммутируются по диагонали. Меня это вполне устраивает, но если кому-то это не нравится, можно разобрать голову и сделать соответствующую коммутацию. В центре используются 4 керамических патрона, в которые требуется вкрутить лампы с цоколем E27. Я буду использовать светодиодные лампы с заявленной мощностью 20 Вт E27. Это бренд EEK китайские, но по сути это лампочки не 20-ваттные. Пытался найти в строительных магазинах лампы на 27 Вт, ну выше 20 Вт и холодным свечением, то есть температура свечения 6500 Кельвин. Но это мне не удалось. В строительных магазинах максимальная заявленная мощность светодиодных ламп представлена это 17 Вт. Ну на рынке нашел 20-ваттные, однако по сути лампочки не дотягивают 20 Вт. Реальное потребление лампочки составляет
потребляет 14 Вт. Некоторые 13-14 Вт, вот таким вот образом. Соответственно, здесь не 1800 люмен, как заявлен световой поток, а освещенность 600 люкс, я посчитал, это порядка 1540 или 1320 люмен. Да, вот 14 Вт я указал. Все-таки необходимо в специализированных фотомагазинах приобретать лампы для софтбокса, но они будут, конечно, гораздо дороже. Эти я приобрел за 4 белорусских рубля, 8 штук, ну это порядка даже меньше $2. То есть не надо же даже в Китае заказывать. Если сюда подключить 4 лампы, то общее потребление составит 56 Вт. При этом ток потребления составляет всего 410 мА. На штативе голова фиксируется нижним винтом с барашком. Вот этот наклон верхний головы, вот этот фиксируется с барашком. Винты металлические, барашки пластиковые. Само крепление, так же как и голова, сделано из пластика. Эта часть тоже пластиковая. Спицы фиксируются в специальных отверстиях. Отверстий гораздо больше, но используйте те, которые нужны. Вот таким вот образом. Итак, приступим к сборке. Ножки стойки оснащены такими резиновыми пробками, упорами, поэтому софтбокс стоит устойчиво, не скользит. Штативы позволяют зафиксировать источник света. Если вот брать центр головы, где-то от 88 сантиметров до 1,95 м, вот под самый потолок. Габариты со стороны отражателя 51 на 69 сантиметров. Значит, уже есть один неудобный момент, это отсутствие ручки. Потому что при регулировке наклона софтбокса держать приходится буквально вот за торцы. Но это не совсем удобно, имеется вес, и пальцами удержать не так-то легко. Хотя выставить единожды она будет стоять, но наличие ручки, вот как, по-моему, есть бренд такой Godox, там есть такая ручка, оно как бы управлять легче. И сравните с тем светом, который у меня был до этого. Это потолочное освещение, встроенные светильники, одна люстра, естественный свет из окна. И остался видеосвет, который освещает именно локацию на столе. Вот так было, а вот так стало. Можете оценить. Мне интересно мнение моих зрителей, чтобы оценили, как вам эти софтбоксы. Необходимая вещь или можно было обойтись без них. Подписывайтесь на канал, комментируйте, оценивайте это видео и встретимся снова здесь же. Пока, увидимся.